О том, что такое Web 3.0 и каким будет интернет следующего поколения, вы узнаете в этом ролике на канале Жажда Про. Для лучшего понимания рассмотрим историю развития интернета. Условно историю интернета можно разделить на три периода. Первый – это зарождение интернета в 1989 году, так называемый период Web 1.0. Второй период – это развитие интернета с 2005 года, так называемый период Web 2.0. Третий – это рассвет интернета с 2021 года, так называемый период Web 3.0. Первый период, который начался в 1989 году, характеризовался полным хаосом в сети. Доступ в интернет имели немногие. Страницы сайтов находились в беспорядочном состоянии. Найти какую-либо информацию было трудно. Страницы сайтов были статичными и сложными для восприятия. А добавить свою страницу, разработать сайт, чтобы пользователи интернета могли перейти на него, было практически неосуществимо. Тем не менее, эта беспорядочность имела свои плюсы. В частности, децентрализацию, так как в то время не было компаний Google, Facebook и так далее, а значит и их монополий на рынке. Поэтому пользователи интернета создавали свои уголки в интернете в виде чатов, форумов и других веб-ресурсов, не оглядываясь на крупные нынешние корпорации. С 2005 года мы плавно вошли в новый период интернета Web 2.0. Статичность в интернете сменила динамичность. Страницы стали похожи на целые приложения. Компании Google, Amazon, Facebook и Twitter смогли обрести популярность и добиться доверия множества пользователей. Со временем их монополия ограничила простых пользователей и владельцев веб-ресурсов. Теперь всем пользователям, в том числе компаниям, приходится подстраиваться под правила крупных IT-гигантов. Хочешь общаться – создавай страницу Facebook или другой крупной соцсети. Хочешь продвигать бизнес, то вынужден подстраиваться под поисковые системы Яндекс или Google и так далее. Отслеживание пользователей в сети, использование их данных для целей бизнеса – это главные недостатки этапа Web 2.0. Сейчас, по мнению многих экспертов, мы находимся у истоков, которые дадут начало новой эпохи Web 3.0. Концепция этой эпохи предусматривает то, что пользователям вернется больше власти. При этом сохраняется простота и доступность интернета. Что такое Web 3.0? Web 3.0 — это новая концепция развития интернета, в котором появляются новые социальные сети, поисковые системы и торговые площадки, где нет компаний-монополистов. В новой пока еще концептуальной эпохе Web 3.0 ключевыми выступают технологии блокчейна, искусственного интеллекта, криптовалюты и метавселенных. Итак, признаки, по которым можно отличить Web 3.0 от Web 2.0. Децентрализация, искусственный интеллект, использование криптовалюты как основной валюты, семантическая паутина, NFT и блокчейн. Кстати, о том, что такое NFT, вы можете узнать, посмотрев ролик на нашем канале. Виртуальная и дополненная реальность. Защита конфиденциальности. Метавселенные. Про метавселенную мы также рассказывали в одном из прошлых роликов. Советуем посмотреть его для полного понимания интернета 3.0. Как Web 3.0 связан с блокчейном, криптовалютой и NFT. Блокчейн полностью отражает идею Web 3.0. Любой пользователь может создать и записать информацию любого вида и содержания. Он сам решает, как ею пользоваться, куда распространять, продавать и оценивать. Более подробно про блокчейн вы можете посмотреть в ролике на нашем канале. Информация блокчейн-кошельков не зависит от какого-либо одного сервера. Сеть блокчейн децентрализована и в тот же момент защищена. Криптовалюта также поддерживает Web 3.0 и будет его главной составляющей. Пользователь может заработать криптовалюту в сети, приобрести ее, хранить и использовать по своему усмотрению. NFT, как особый цифровой феномен искусства блокчейна, также является составной частью интернета будущего. Отчасти из-за того, что создание, продажа и распространение NFT не централизовано. Оно зависит от владельца определенного NFT-токена и спроса на него. В мире существует огромное количество NFT-токенов, и все они отличаются. Любой человек может купить их, если они продаются. Это и есть интернет версии Web 3.0,
где власть над контентом в интернете в руках самих пользователей. Web 3.0 страницы, приложения и сервисы должны быть полезными, содержательными и ориентированными на пользователя. Поэтому сейчас много компаний с новой силой продвигают искусственный интеллект, делая его доступнее для пользователей. Заключение. Прогресс достигнутых технологий делает переход к Web 3.0 возможным. Централизация сети в руках веб-гигантов. Систематические нарушения приватности данных, проблемы доступа к контенту и безопасности делают переход к Web 3.0 неизбежным. Хотим мы того или нет, но Web 3.0 уже настал. Эта стадия интернета уже развивается. К ней подключаются разработчики игр, технологические гиганты и корпорации, которые двигают ее в нужном направлении. А популяризация NFT и криптовалюты позволяет сохранять децентрализацию. Смена двух поколений интернета Web 1.0 и Web 2.0 не может произойти одномоментно. Переход к новым реалиям займет не один год, однако первые шаги на пути к Web 3.0 мы видим уже сейчас. Теперь вы знаете, как устроен интернет следующего поколения. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.